Приветствую, дорогие друзья, на канале Алекс Титанов вас. На канале, посвященном всему и ничему одновременно. И в частности таким вещам, как велосипед, как вы видите, на котором сейчас я. Стритлифтинг. Это такое подтягивание, отжимание, как правило, в домашних условиях с дополнительным весом. Это тоже сейчас на паузе. Не тоже, а только это сейчас на паузе. Точнее, немножко я там подтягиваюсь, отжимаюсь. Но в лайтовом режиме, без веса, без ничего. Раз в неделю буквально. Чтобы вообще не заплыть, не зажиреть. Не потерять напрочь навык. Потому что я маюсь с локтем. Болит у меня локоть уже, наверное, месяца 3-4. Да, и я сейчас прохожу там всякую разную терапию. Фу, мошки. Прямо сейчас я прохожу терапию ударно-волновую. Это когда по больному месту такой агрегат, прибор с таким молотком отбойным бьют прямо по больному месту. Болезненная процедура, которую не оплачивает страховка медицинская. Ты должен со своего кармана платить. Каждый сеанс стоит 40 евро. И длится он от силы минуты 2. Ну, больно, пиздец. Ну, как, терпимо, конечно, но больно. Они мне когда предлагали этот... Я еще никогда, не первый раз мучаюсь с локтями. Обычно все заканчивалось уколом кортизола, потому что ничего другое не помогало. А сейчас я поменял ортопеда, и она на отказ не хочет колоть кортизол, потому что кортизол портит суставы, портит мышцы, там, которые прикрепляющиеся со временем. Я говорю, уколите кортизол и все. Нет, она не хочет. Сначала мы попробуем все, что можно попробовать. И только потом, в конце, если вообще ничего не поможет. В общем, это длится уже давно. Я уже 2 сеанса прошел. Максимально 4 можно. Посмотрим. Ну, вроде стало легче. Но тренироваться еще, вообще подтягивания вообще не могу делать. Я их делал через силу. Посмотрел там видео, рекомендации, как лечить этот гольф эльбоген. Локоть гольфиста. Типа, в первую очередь исключить надо те упражнения, от которых именно конкретно больно. А это все терпимо, кроме подтягивания. Подтягивания конкретно больно. Я их исключил, все остальное делаю в лайтовом режиме. В общем, это к слову о том, что такое стритлифтинг и какое отношение я к нему имею. Отношение самое непосредственное, конечно, на любительском уровне, но им я занимался и занимаюсь, и надеюсь, дальше буду заниматься уже, господи, 100 лет в обед, ну, последние лет 10 точно. Вот, стритлифтинг, это к тому, к чему этот канал посвящен, а также рисование, я рисую, самообучаюсь, точнее, рисованию в электронном виде, на планшете, в программе Procreate. Это абсолютно рисование вручную, обычным, просто вместо карандаша электронный карандаш, а так все то же самое. Ну и тяжелой музыке посвящен канал, и коллекционированию компакт-дисков. В общем, тут пока все перечислю, уже надо завершать видео. Сейчас я выехал поискать кто-то оставил когда-то следы свои. Поискать геотайник, прокатиться на велосипеде. Взял координаты тайника в 25 километрах от дома. То есть туда-обратно получится полтинник, 50 километров. Должно получиться, друзья.
второй день я езжу на отпарафиненной, заваксованной цепи. Что вам сказать? Очень выглядит чисто. Прямо все блестит, когда вся трансмиссия блестит. Это, конечно, радует глаз. Но стало очень громко. Это прямо... Ну, я все равно все время в наушниках, все время с музыкой или с аудиокнигой. Меня это абсолютно никак не мешает. Вот. Ну, громко. Когда я в паузах между песнями, например, я прямо слышу этот шелест. Шелестящая такая стала. Ну, блин, как это все красиво выглядит, когда вот это все не в мазуте, не в масле. Это, конечно, здорово. Вчера я, сколько, 42 километра проехал. Отлично. Ощущение прекрасное. Единственное, что мне дико не хватает звонка на руле. Это катастрофа, потому что я вчера ехал по такому маршруту, где полно людей, туристов. И, блин, ты такой подъезжаешь. Во-первых, палиться, что ты ауслендер, типа этот самый приезжий, само по себе не хочется. И за годы жизни здесь, в Германии, уже такой вычислил, когда этого делать лучше не стоит. Там напрягать лишний раз людей, типа, своим корявым акцентом. И ты там, что бы ты ни сказал, даже если ты свистнешь как-то, это все равно уже будет немцу слышно, что ты приезжий, что ты даже свистишь с акцентом. Поэтому, ну, если надо, то ты разговариваешь, а если без надобности, то лучше рот особо не открывать. Ну, по крайней мере, у меня так. И тут едешь, и люди постоянно, особенно это вдвоем, когда парочки какие-то взрослые, сказал чувак, которому 50 лет скоро, и они едут всегда на всю дорогу, и им такие, они никуда не торопятся, и ты такой подъезжаешь, и тебя не слышно, потому что на МТБ, когда я подъезжал, там это широкая зубастая резина, и ты как на тракторе, тебя издалека уже слышно, такой звук. А тут ты подъезжаешь тихо, кроме шелестящей цепи, больше ничего не слышно. И подъезжаешь к ним в упор, и потом, блин, ну как, кто-то кашляет, я такой, ахтунг, или там форзик, ну блин, не то, так зынькнул в звоночек за 100 метров, и красота, и все разбегаются, убегают. Не хватает мне звонка, какие подставки, подножки. Я, наверное, теперь все время об этих двух ребятах, звоночки и подставки, буду все время в каждом своем видео говорить, пока их не куплю. Я какое-то решение все равно придумаю, потому что вот так вот каждый раз держать велосипед или бросать его на землю мне не нравится. Снял кепку, одел шапку. А вместе с шапкой надо менять наушники, потому что эти наушники, они сенсорные. И сейчас от шапки они будут громче, тише. Но я остановился, вроде они перестали шпиновать. Поеду еще в этих, потом поменяю, одену проводные наушники. Ну, не проводные, они связаны между собой, левый и правый проводом. Камеру по-прежнему некуда всунуть. Не хватает надрамной сумки. Я ее только что всунул взад сюда, вот в этот велосипедный карман, в велосипедной куртке. На ходу оттуда что-либо достать вообще нереально. Я не знаю, как кто оттуда что достает, но вообще неудобно, просто максимально неудобно. Поэтому переложу камеру сейчас в эту сумку. Вот, и дальше поменяю наушники дальше. Еще в этих поеду. Что хотел сказать, да, одел шапку, потому что, ну, ветрено, ураганно, и уже можно даже это не упоминать. Ира мне уже такая говорит, перестань в каждом видео говорить, что ветер. Блин, прими это как должное. Просто у нас всегда ветер, и я как бы такой всегда оправдываюсь, почему я так медленно езжу. Потому что, ну вот ветер всегда, просто всегда. Погнали. Мне не нравится засовывать экшн-камеру в сумку эту. Мне кажется, царапается объектив об змейку. Он тугой тут вход такой. В общем, я что хотел сказать, что это же Парадис, друзья. Вот в эту сторону надо ездить. К морю там очень много туристов. Остальные дороги надоели. А здесь прямо вот по дорогам машин нету вообще. И даже я навигацию включил, но монитор даже на телефоне не включаю, просто в наушниках слышу
руководство навигатором, просто мне в наушниках говорит вправо, влево, влево, вправо. Вот сейчас вот по этой дороге 3 километра ехать, сказал навигатор мне только что. Красота. И вообще никого. И вот сейчас я взял маршрут на 50 километров, а можно вот здесь вот даже насколько хочешь намотать по этим полям. Красота. Идиллия. Типичная немецкая деревня. Заехал в деревню. И типичная церковь деревни. Вот церковь, вокруг нее вот такой вот каменный забор ручной такой кладки. Кладбище маленькое. Все всегда очень-очень аккуратно, подстрижено. Вот, особенно осенью это все, конечно, умиротворяет. Ну, это как бы к этому уже привык. Я думаю, может, моим зрителям будет интересно, как это все здесь устроено. Надо, наверное, снимать больше видов. Правда, камера это все не передает. А еще запах, вот когда печь топят. Это просто непередаваемо. Хотел сказать с ведением этой вот всей блогерской деятельности, чем дальше, тем больше внимания привлекаю к своей скромной персоне, чего, собственно говоря, изначально и хотелось, для чего все это и затевалось. Но чем дальше, тем больше там, правда, надо отдать должное, что комментариев больше позитивных, но прилетает и в говнеца периодически на вентиляторе. Такой последний комментарий был. Какой-то дебил просто, вот просто какой-то, ну я не знаю, какой-то колхоз вот тут прицепился в ТикТоке. И такое мне еще и пишет на латинице, я не знаю. Или где-то за границей живет и нету телефона. Или как вообще в наше время можно не организовать кириллицу себе где-то на компьютере или на телефоне. И для меня загадка, как и люди, которые все пишут с большой заглавной буквы, весь текст. Это сразу вот клиника. И прицепился, я даже внимания на нее обращал, потому что ну это такое, какой-то вот а-ля, даже не 90-е, ну такой колхоз, который, ну даже, господи, пускай пишет, даже не обращаешь внимания. Ну такой все назойливее сначала, типа такого, а хули ты там делаешь? Сука, ну это написал ему драчу, не унимается. Иди работай лучше, а больше толку будет, блять. Сука, ну вот написать чуваку, что я на 2 работах работаю, ну вот не хочется, во-первых, слушай, что говорит навигатор в наушниках, не хочется спускаться до каких-то объяснений, типа, и как это, забыл слово, вылетело. Сейчас подумаю, какое слово. Лошадки, смотрю. Вспомнил. Не хочется опускаться до... Бля, где я еду, блин? Вот я отвлекся и все. До объяснений. И опять забыл это слово.
вылетело это слово с головы окончательно. Промелькнуло, только камеру включил, отвлекся на навигацию и тут же улетучилось. В общем, не хочется опускаться до объяснений каких-то, с какой стати я должен там говорить, что я работаю. И что это только выглядит так, что я типа только и делаю, что катаюсь на велосипеде, потому что катаюсь я каждую свободную минуту. И на выходные я могу два велотура сделать и в каждом отснять по 25 маленьких роликов, из которых я потом слепливаю, склеиваю большое видео на YouTube. И всю неделю потом по пару штук или даже десятками каждый день закидывать эти маленькие ролики на TikTok. И складывается ощущение, что, блядь, да он только ездит на велосипеде. Эй, Мёсхен! Да. А если у меня еще там отпуск, а я, как правило, беру, начиная с мая по сентябрь, по октябрь отпуска по одной неделе, то там я вообще снимаю контента там еще на полгода вперед. Ты там каждый день выставлять по десятку этих маленьких роликов на ТикТоке хватает. А так я работаю по сменам на заводе, обычным слесарем, гребаным слесарем, а по выходным еще периодически на второй работе садовником. Тренируюсь дома, рисую и езжу, сука, на этом велосипеде и веду блог. Так что всем, кому кажется, что я занимаюсь какой-то хуйней, да, это именно так, но она мне нравится. И да, я работаю очень плотно. И иногда очень, вернее, всегда. Просто сейчас отпуск, и я подрасслабил булки. И мне так хорошо и весело. А обычно ты такой в полудепрессивном состоянии, всегда не выспавшийся, всегда уставший. И ничего, все равно садишься на выходные на велосипед и едешь, потому что я развлекаю сам себя. И мне вообще не нужны для этого деньги, хорошее настроение, хорошая погода. Я сажусь на велосипед и еду, отдыхаю. И знаете, что я вам скажу? Это большущий сейчас бич. Молодые вообще без денег не могут себя развлечь. И у них только два вида развлечения. Это что-то где-то пожрать, либо компьютерные игры, либо телевизор, кино, вот что-то вот это вот. Все. Ничего активного, они просто какие-то овощи. Это, конечно, очень траурик, это их выбор, но со стороны это очень грустно. Ах, да, я еще не договорил про комментатора, хейтера моего в ТикТоке. Я такой, блин, опускаться, конечно, до того, чтобы там писать, там оправдываться, вспомнил это слово, оправдываться, что у меня две работы, что я работаю по сменам, по 8 часов, по 40 часов в неделю, и на выходных опять работаю. Я такой, не буду, конечно. Я, разумеется, сразу посылаю его нахуй со всеми там еще дополнительными пояснениями. И почему-то ТикТок сразу удаляет мои комментарии. Сейчас вышмаркаюсь. И я такой, да, наверное, все дело в слове хуй. Я удаляю его, заменяю его точками и такой, иди нахуй, пункт, точка, клоун ты гребаный и все там такое в этом роде. Тебя вообще не должно ебать, чем я занимаюсь и где я работаю, блядь. Если не ты меня кормишь, то значит и иди нахуй, тебя это не должно интересовать. Отправляю комментарий свой, пояснение, тире. Он такой, все, успешно добавлен, бля-бля-бля. А, нет, сначала спрашивается, вы точно уверены, что вы хотите его разместить? Какой-то он у вас подозрительный. Я уверен. Отправляю, перезагружаю страницу. Блядь, нету комментария. Нету комментария. А чувак не угомонится. И у него еще такие хейт такой вот 90-й колхоз, я бы вот так это назвал. Он дальше такой не угомонится, такой, хули ты
невъебенный спортсмен там или шо? Или шо? Вот это шо, знаешь, еще. Это вот. Ебать, я такой, ладно, давай я тебя просто забаню, блин. Я не могу тебя посылать нахуй, мне ТикТок не дает, ничего не дает. Все, забанил. Времени до хера, блядь. Честное слово, когда у вас еще есть время вот эту хуйню писать? Ну, там, типа, а шо ты, блядь, спортсмен там пиздатый или шо, блядь? Каждый день, а он еще успел написать, каждый день на велосипеде катаешься, иди, сука, работай, блядь. Еду и сейчас в наушниках играет Мастер, и себе думаю, блин, было бы неплохо наладить как-то канал покупки компакт-дисков и виниловых пластинок оттуда, с Украины, с России, я не знаю, со всей этой истории. Вообще Россия, наверное, наглухо закрыта, с Украины тоже там этого добра хватает, но где в Украине вообще это все продается, на какой интернет-площадке, есть какая-то такая интернет-площадка, ну, которой можно было бы доверять и без опаски покупать там компакт-диски, виниловые пластинки. Было бы круто покупать пластинки по приемлемой цене и под них делать велотуры в Германии. Круто. Вот это приду и прямо погуглю, как вообще обстановка вот оттуда покупать что-либо сюда, в Германию. Это раз, что последнее время меня тревожит мой ум. И второе, это вот эти все мобили, как это по-русски, ну, сейчас надо подумать. В общем, не знаю, как это по-русски называется, дом на колесах. Но только я не хочу прямо дом на колесах такой вот настоящий. Вообще интересная история. Мы когда-то были на велосипедной с Русей выставке, на велосипедной, пару лет назад. И там были новые мобили, вот эти дома на колесах тоже новые. И мы так в них полазили. Прикольно. Очень дорого, там 120-150 тысяч. Ну и я для себя эту идею как бы закрыл. И в целом я знаю, что это дорогое удовольствие, начиная от расхода сумасшедшего бензина, дизеля, которые эти мобили хавают, до их обслуживания, до там любое место, которое ты приехал, это будет стоить за ночь 20-40 евро. Там в гостинице можно переночевать за 40 евро. Самое простое. Как бы особого смысла нету, потому что к ним какие-то сумасшедшие требования здесь в Европе, в Германии в частности. По их парковке ты не можешь просто где попало на любой парковке стать, переночевать. Ты должен специально отведенный, заплатить там деньги. В общем, шпас, прикол теряется. Когда начинаешь ты заплатить за каждый шаг деньги, теряется весь прикол. И я так не хочу. А вот я такой, и я случайно вчера, чего я зашел, вообще не помню. Потому что я по телевизору посмотрел обзор на такой мобиль, только который не полноценный дом на колесах, а такой, который, знаете, в кемперах, таких переоборудованных бусиках. Этих бусиками их не назовешь. Такой там был, короче, обзор. По центральному телевидению я смотрел просто по выходные передачи про машины. И смотрю иногда. Там был Mercedes Sprinter, по-моему, такой вот кемпер. Такой вообще новый, такой внутри, навороченный. Они там переночевали, типы, все там показали, обзор сделали. И такой 101 тысяча. Думаю, блядь, если такой Mercedes невъебенный, огромный, 100 тысяч, то сколько вообще эти вот какие-то бэушные, какие-то попроще, поменьше. Залез, короче, в мобиле ДЕ посмотреть цены. И, блин, подудивился. Такие... У меня же в представлении было, что это мобиль там стоит космических денег, там от 100 тысяч, вообще неподъемная какая-то цена. Я такой сначала посмотрел цены на мобили,
блин, такие, средняя цена 50, 40, 40-50 тысяч. Можно за 30 найти, можно даже за 25-20 найти. И у всех пробег такой смешной, там 50 тысяч. То есть это смешной для дизельной машины пробег. А все почему? Потому что их покупают пенсионеры, катаются, чуть-чуть катаются и продают, потому что здоровье не позволяет. Всеми этими ванмобилями, как правило, к этому приходят, к этому хобби на пенсии в старости. Овечки пасутся. Церковь. Очередная деревушка, проезжаю. Да, и поэтому их полно вообще на вторичном рынке. Полным-полно. И у них у всех состояние чуть ли не новое, а цена в 3-4 раза дешевле от новой. То есть там возраст в этих ванмобилей там 2, 3, 4 года. В общем, цена шикарная. Ну, это как бы подъемные цены относительно, но я не хочу ванмобиль, поэтому я в эту сторону даже не смотрю, хоть пускай они хоть за какие деньги будут. А вот эти всякие транспортеры, кемперы, блин, ты их там пруди, тоже такие же цены, 20, 30, 40, ну, около 40 тысяч, 40-60 тысяч, такие уже вот приличные, большущие. Приличный. В общем, тема эта меня будоражит, интересно. Я бы такой купил бы, повесил бы велосипед. Ой, я уже к цели приехал. Вот так вот, пока болтал, 25 километров проехал. Вот тут, походу. Да. И, короче, будоражит, интересно мне эта тема. Вот так бы велосипед бросить туда, сзади присобачить наши велосипеды и поехать, куда глаза глядят на выходные, просто по Германии, по Европе, там переночевать. Прямо я, наверное, у меня появилась прямо материальная цель, потому что я такое в последнее время, ну, такие какие-то разные цели есть, но вот такой чисто материальный какой-то нету, вот уже... Как будто бы все есть и не к чему стремиться. Я имею в виду сугубо материально. А такой, блин, такой вот транспортер, такой кемпер. Вот что мне надо. Альта Шведа. Мне нравится эта тема. Все. Теперь я буду собирать деньги на это. И если кто в теме, пишите в комментариях, что вы знаете по этому поводу. На данный момент меня интересует, какая разница между полноценным ванмобилем и таким кемпером, транспортером, в котором можно ночевать. Можно ли такой транспортер просто бросать где хочешь, на любой парк-пляц, на любой парковке, и не платить за экстреньких денег, а просто за обычную машину за него платить? Где эта грань вообще? Когда тебе надо специальное место под парковку, и ты можешь на любой парковке припарковаться. Если в курсе, вот это вот я сейчас буду выяснять. Составлю для себя, какую именно модель я хочу, в какой ценовом диапазоне. Такое, чтобы визуализировать это все было проще. Модель, цена и какие расход там все, ну какие там... В нем есть прибамбасы, что внутри, что должно быть внутри. Я так понимаю, обязательно должен быть штат-хальцинг, ну, чтобы автономное было, обогрев автономный. Это обязательно первым делом должно быть. Вот. Ищем, друзья, тайник. Погнали. Еще 110 метров я не доехал. О-о. Поехали дальше. Чуть-чуть я не доехал. Мне надо вон туда дальше. Кстати, что это такое? Это какой-то гартен. Это какие-то сады какие-то. Какое-то дерево вон есть. В общем, парк какой-то. И вот мне еще 100 метров надо вот туда вглубь этого парка. Вон там прямо яблоки. И надо вот прямо здесь можно полакомиться вон яблоками. Я смотрю, они высыпаются. Так, нам надо еще чуть-чуть пройти. Погнали. Там вон такой мостик, и там еще и люди.
это не есть хорошо, потому что там явно на Фюмцах, да, через 50 метров цель, бля. И люди стоят. Что это такое? Кто ездит без подставки, без подножки на велосипедах? Это же идиотизм. У тебя же велосипед все время. Это надо хорошие нервы иметь. Это явно не для меня. Не для моих слабеньких нервов. Вот такая вот дыра дырой. И именно вот в месте, где тайник спрятан, какой-то движняк людей. Вот так всегда. Вот едешь и, блин, думаешь, ну кто тут будет быть? Нет, вот какая-то девчонка пошла. А мне всегда как-то неудобно сразу становится, когда я один и какие-то молодые. И думают, блин, это маньяк стопудовый. Я себя чувствую сразу виноватым. Такой сразу делаю максимально добродушное лицо, чтобы меня не боялись. Потому что, ну, я не хочу, чтобы меня боялись. Зачем? Так. И с той стороны люди, и везде люди. Что здесь происходит вообще? Где это какое-то популярное место? Давайте почитаем. Почитаем условия. Выключим музыку. Почитаем условия. А условия гласят... Im historischen Dorf Штарков. Какой-то деревня Штарков. Заметьте все славянские названия здесь на севере. Городов и деревень. Какая-то базилика здесь. Там базилика, ну, церковь, разновидность церкви, не знаю, чем они отличаются. У них их миллион. Базилика, дом, Мюнстер. Чем они отличаются друг от друга, не знаю. Здесь базилика. С какими-то вандмалерай, с какими-то интересными раскрашенными стенами. Надо поехать посмотреть. В 1860 году короче, а этот сады эти с 18 по 20 век были организованы, сады. Ига. В 2003 году, блин, это, наверное, с той истории когда-то был, нет, хотя Ига. В общем, здесь людей куча, потому что это историческое какое-то место, какие-то исторические сады с очень старыми деревьями. И вон еще там туристы ходят. В общем, дополнительная подсказка — магнетиш, то есть магнитный. Ну, здесь как бы описывается, что это чудесное, прекрасное место, прекрасная церковь, и все это под защитой государства, и все такое, бля-бля-бля. Так, давайте конкретно смотрите. Здесь, походу, вообще нету интернета, поэтому auf den rechten Seite. Мне кажется, что где-то на мосту. Что люди с трудом находят этот тайник.
Люди написали, что благодаря спойлеру они нашли, и спойлер гласит, что внизу моста. Я только что внизу моста облазил, вон еще какие-то ходят с шариками. Какое-то очень популярное место оказалось, очень много людей. И тайник явно под мостом. Далеко велосипед не хочется. Яблок тут, надо от души яблок поесть. И с этой стороны забор. Ну вот через забор, как правило, в тайниках не надо перелазить. Все должно быть с открытым подступом. Офигеть, смотрите, какая красота, какой ручей прикольный, красивый, и весь в яблоках, все яблоки. Там где-то должны быть прямо огромные сады. Потому что даже ручей весь яблок. Блин. Такой прямо старинный мост. Там люди какие-то шарики мотают, у них как-то сегодня праздник явления жизнь. Нашел! Вон он, друзья. Та-да! Та-та-да! Что-то я уже начал напрягаться. Думаю, прошлый тайник не нашел, этот не нашел. Плохая тенденция. Пошел за ручкой. Уже в этот раз ручка у меня с собой. Достаем тайник. Магнитище, починка, карандашик и книжечка. Сегодня число 11 или 12 октября, не помню. Пишем 11. Та-да, та-та-да. Я это против света, да, все. Вот так вот. Та-да, та-та-да. И тайник отправляется на свое место. Он даже такой у него вон светоотражатель. Ничего себе, серьезный тайник. Прикольный. Самое прикольное, что здесь просто люди вот. Это к этому надо привыкнуть, вот реально, когда ты занимаешься геокэчингом, ты такой долго ищешь, едешь куда-то, едешь километры, едешь, приходишь туда, а там, блин, какой-то движняк вот именно в том месте, где спрятан тайник, кто-то будет такой. Сразу люди кажутся какими-то зомби, сразу, блин, такой. Сразу ты начинаешь ненавидеть людей и думаешь, что вы здесь делаете? Ну вот отойдите вот 5 метров туда или 10 метров туда. Нет, вот именно вот почему-то в эту секунду, именно в этой глуши, именно в этой дыре всем надо вот именно вот здесь вот сгуститься. Как самый показательный был случай, когда я искал тайник, там такое дерево старое было. И это лес, вот лес просто. Возле леса, ну, возле этого дерева, в этом дереве должен был быть спрятан тайник. Рядом стоит скамейка, комфортабельная, со столиком, рядышком, вот в 3 метрах. И я ищу, не могу найти. Бежит какой-то чувак через лес, бежит, спортсмен, бежит. Раз такое, подбегает к этому дереву, останавливается, садится возле этого дерева на корень, прям, вот прям чуть ли у меня в ногах. Такой, наконец-то. Блять, я такой, вот же скамейка, ну сядь туда. Вон же еще тысячи, миллионы деревьев, сядь под ними. Нет, тебе надо было именно вот под это дерево сесть, под которым я ищу. Я такой, ну ладно.
И он такой, я 30 километров побежал. Я такой, да, блядь, ты сука, да хоть 100. Блядь, сядь на скамейку, будь человека. Почему тебе именно здесь надо было? Все, друзья, тайник нашел. Это был, кстати, по-моему, 158 по счету тайник, если я не ошибаюсь. Сейчас я еще здесь поснимаю так вот какие-то здесь места интересные, красивые. Поеду домой. Вот. Блин, только что было обращено мое путешествие сегодняшнее. Только что случайно заметил, что я потерял вот эту декоративную закрывашку этого ужасного мерзкого болта. Здесь была такая резиновая фуня, вот такая вот. И я ее потерял, когда устанавливал вот эту вот декоративную накладку. Я ее забыл. Вернее, я не знал, у меня опыта не было. Когда получил велосипед, она отдельно была. И только недавно я увидел, что ее надо прикрутить сюда и скрыть магистрали тормозные. Вообще теперь ничего не видно, красиво. Я этот руль снимал, разбирал. И у меня еще теплится надежда, что где-то у меня в Шупин дома она валяется. Но вполне возможно, что я ее тупо потерял. И это ужасно. Мне надо срочно такую заказать новую на Розе. Немножко омрачено, но еще есть надежда, что она дома. Поснимаю здесь немножко. Здесь вот такие вот старые два дерева. Дубы. Скамеечка. Ой, да тут везде идиллия, господи. Были бы деньги и время. Тут у нас просто отойди от дома на 2 метра, и уже будет идиллия и красота. Вот такая скамейка. Посмотрите, какое место. Прямо какая-то инсталляция сумасшедшая. Ничего себе. Вот это да. Это еще здесь. Это железная? Ага, вот здесь такая лестница. Вот здесь такая лестница, друзья. И такой вот железный шар на дереве. По этой лестнице можно вот взобраться. Забрался я. И еще ближе снять этот железный ржавый шар. Прикольно. Прикольно. У меня там велосипед без присмотра. Вот, блин, вот даже вы себе не представляете, где. Это просто вот, ну это же такую глубинку я забурился. Просто деревня, а еще за деревней такие еще деревнее деревни, просто по полям каким-то ездил. И вот тут такие инсталляции, скамеечки, сады старинные, базилика. Тут везде так. Везде покой и умиротворение. И все. Вот только вот баблишко было бы. А вот уж где вот покой здесь найти, вот его везде здесь можно найти. Особенно вот у меня мечта разбогатеть и возле моря здесь купить какую-то недвижимость, так чтобы в первом ряду возле дюны, чтобы прямо был шум прибоя слышен из дома. И такой сидишь в гостиной, рисуешь, а у тебя там прибой шумит. Даже не знаю, куда сначала идти. Ну вот тут прямо такой вот. Просто, знаете что, вот ты просто не понимаешь, вот у тебя мозг не понимает, зачем это кто-то все строил, делал в этой глубинке. Ну, то есть это когда-то вот был какой-то парк, прямо небольшой, красивый парк. Вот видите, вот эти дорожки, они даже вот все заросли. Ну не заросли, а уже просто на них прямо деревья выросли. И вот такие травинки, за ним, разумеется, прямо сейчас следят, ну, стригут, поддерживают в порядке. И как бы это
ясно и понятно, когда ты понимаешь, что там приходят люди, что это для кого-то интересно. Ну, а сюда приходят люди. Ну, это просто такая глушь. Ты все время вот удивляешься. А зачем? Что-то все дети делают 5 приседаний написано. В общем, тут что-то для детей. Вот такой вот тайх, прудик маленький. Здесь наверняка какие-то такие отельчики. Надеюсь, не частную собственность какую-то. Тут вот такие вот бабушки сидят, наверное, отельчик. Там яблоки. То ли продают, да, скорее всего продают. Ну как продают, ты, наверное, сам берешь и деньги оставляешь. Вон копилка, груши, яблоки. Ну, пахнет как в деревне. Айва. Нету здесь ни одной цены. Просто типа это все у них растет. А может и можно и бесплатно брать. Что скорее всего просто неловко, неудобно. Я не знаю, может нельзя. Там в общем, эта женщина вышла, посмотрит строго в мою сторону. Тропинки. Вон там вот домик, про который было написано для пчел. Вон там домик тут такой больше всего вот так картинки. Какие-то дети бегают. У них какой-то явно праздник детский. Да. Вот этот домик для пчел. Прямо целый дом, я бы сказал. Это просто вот дом для пчел. Офигеть. Ну там ульи собранные в один дом. Лучше, наверное, близко не подходить. Я такого еще не видел, честно говоря. И вот тут такое все. Все тропинки. Аллеи. И это вот как у бабки на моей второй работе. Тоже черт знает где. И я там уже 10 лет в парке ее поддерживаю порядок. И такой думаешь, кому это надо? А люди приезжают, со всей Германии приезжают, потому что с этих больших городов приезжают, потому что они там устали, им хочется природы. А ее здесь вот прямо очень много, этой природы у нас. Мекленбург-Форпойна, там прямо статуя какая-то стоит. И просто такая вот сейчас дыра. И кто-то за этим всем следит. Пойдемте еще базилику я поснимаем, поедем домой же. Яблоки просто повсюду валяются, их никто не собирает даже. Вон айва. Думаю, наверное, надо яблочко чисто ради приличия взять одно стало. Вот, базилика. Вот опять получился полноценный выпуск на моем канале. Я такой и выезжал из дома, думаю, брать вообще камеру с собой, не брать. Что там снимать сейчас? Народу, все гуляют. А вот куда ни пойди, всегда найдешь контент. Вот такой колокол. Смотрите, какие. Пойдем с той стороны. Здесь маленькое кладбище, как обычно, у церквей. Еще есть готик Бакштайн. Еще и в готическом стиле построено, что ли. Старое кладбище. Прямо старые. Смотрите, какие старые.
даже такого не видел, хотя таких церквей я уже насмотрелся. Ничего себе. Таких старых я прямо не видел. Не вижу там ни год, не разобрать, ни язык, на каком написано. Ничего не понятно. Ничего не понятно. Это прямо очень старое. С двух сторон причем написано. Кто знает. А, вон 1804. Ну, то вижу дату какую-то. 4 киндер. Вот тут можно даже вообще разобрать. Зельгенфрау. Бухольц. Короче, из деревни Штарков. Варгеборн в 1747 году. И умерла в 1804. Видно. 53-57 лет. Представляете? 1747 родилась, умерла в 1804. Вот так. Уже заходить внутрь не буду. Наверное, такой вот источник какой-то. Так, тут вход похоже. Вот такие ступеньки. На них прям даже на ступеньках что-то написано. Мемориал погибшим в Первой мировой войне. Тоже опять что-то. И вот так вот внутри выглядит это все очень-очень аскетично. Все там в фруктах. Там вот какая-то картина. И запах такой вот. Там даже у них орган есть. Терелька в деревне. Такой сырость небольшой. Блин, прям. Никого, конечно же, не ждал. Так, вот здесь. Здесь никто не закрыл. Пока я ожидался. Лучше бы закрыл, главное не спер велосипед. За это я больше переживаю. Все, друзья. Тайник нашел. По саду погулял, в церковь зашел. Погнали домой. Ранники, то бишь журавли. Вот они пасутся. Наверное, ни что не видно, вот они везде здесь. Но это их тут чуть-чуть. Вон там стадо. Там. И тут они везде. На камеру наверняка ничего не видно. И это не самое большое их количество. У них здесь перевалочный пункт на нашей земле. И иногда прямо десятками тысяч все поля в них черные. Таких много. И их шугать нельзя. А я не знал, хотел их снять как-то на телефон. А они всегда вот так метрах в 100 от тебя на поле. И я пошел поближе. Хотел их снять. На телефон еще свой старый. У меня этот-то снимает отвратительно. А старый еще хуже. Ну так, для сравнения. И как это облако, как взмоет в небо. А это недалеко от трассы. Там машины ездят. Я потом узнал, что этого делать нельзя. А штрафуют. Типа ты вламываешься в частную жизнь журавлей. В общем, я шуганул все. Вот такое огромное поле. И шуганул всю эту тучу. Она взмыла в воздух. Зрелище было, будь здоров.
Это были сумерки, старый телефон. И я такой, о, вот это я контент снял. Пришел домой, посмотрел там вообще. А, еще не так было. Я еще выставил в Facebook это видео. И мне какой-то чувак такой, а в чем прикол, что это? Я такой, ах ты сука, блин, такие шикарные кадры. Включил, посмотреть, там вообще такое, что-то в сумерках, что-то там мельчешит. Вообще ни хера непонятно, кто там, что там. И только мой восторженный голос закадровый. Вы видите, смотрите, какое чудо. В общем, техника подвела. Вон они на поле, серое пятно, не знаю, видно, нет? Журавли. Они вон за этой посадкой на поле тоже были. Я шуганул случайно, они все улетели. Ну, смотрите, сейчас я их тоже шуганул. Не специально, прошу заметить. Вот. А? Журавли! Журавлища! Вот тут они совсем близко к дороге. Сейчас они все поднимутся в небо. Я не спецом, ребята. Они просто здесь очень близко к велосипедной дорожке. Обычно они так не делают. Ну что, ребята, покажите моим подписчикам, как это выглядит, а? Ну, давай веселее! Та-та-та-ту! Обленились, видите, не хотят взлетать все. Чуть-чуть тут от дороги подвинулись такие, и все. И опять приземлились. На! Веселее, ребята, веселее! Показываем подписчикам, как журавли выглядят в дикой природе. Вон там где-то с той стороны тоже сидят. Можно их снять из-под тишка. Из кустов вылезти, так типа. Опа! Журавлиный контроль. Что здесь делаем? Почему не улетаем на юга? Ребята. Вон они там. Граждане, товарищи журавли, время отлета в южные страны. Попрошу занять места согласно купленных билетов. Вон, смотрите сколько. А? А ну-ка. Давайте, не ленимся, взлетаем, жирные коровы. Хорошо. Все. Кранихи называется по-немецки. И они на всех полях сейчас. Так, ветер, я смотрю, усилился, поднялся. Хорошо, что я уже скоро дома буду. А то мне это не нравится. Все, это были журавли. Все, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики жмите. Всех благ, мотивируйтесь и развивайтесь. Пока-пока!